Недавно мне задали такой вопрос. Как понять, где выходить из альткоинов? Где ставить цели? Вот я купил альткоин и где мне его продавать? Как понять это? Давайте в этом видео я дам вам 5 факторов, по которым вы сможете сами поставить цели по своим альткоинам и понимать, когда пора фиксировать свою позицию. Поэтому попрошу заранее поставить видосику лайк, подписаться на мой канал, а мы погнали! Также перед началом видео попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется BND Gang, ведь тут выкладывается самая топовая информация по криптовалютам, криптоновости, по тапалкам, airdропы и многое другое. Все находится в моем телеграме, мемчики тоже тут есть, все присутствует, поэтому залетайте в мой телеграм-канал по ссылочке в описании, чтобы получать самую топовую информацию по крипте. Итак, первый фактор, когда фиксировать цели по альткоинам. Он очень простой и зависит от ваших желаний. Вот у вас есть какой-то депозит, у каждого он по-разному, у кого-то 100 долларов, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 100 тысяч долларов, у кого-то лямчик. Поэтому человеку там, допустим, с миллионом долларов, ему 3 икса будет так вот с головой хватать, это 3 миллиона долларов, и он скажет: все, я забираю бабки, до свидания, я полетел. Поэтому у каждого свой депозит и у каждого свой риск-аппетит. Поэтому фиксироваться нужно там, где вам достаточно. Вот вы понимаете, что я на свой депозит, там, допустим, сделал 10 иксов. Все, мне достаточно, я забираю деньги. Вы должны сами внутри это чувствовать и понимать, когда схватит и пора остановиться и забрать бабки. Допустим, вы купили эфириум, да, купили где-нибудь его здесь по 1500 баксов, да, округляем. И у вас он вырос в 2 раза до там 3000 долларов. Вы сделали 2 икса на депозит. Первое, что вы можете сделать и что абсолютно правильно, это забрать вложенные деньги. То есть вы вложили, допустим, 100 долларов, у вас стало 200 долларов. Вы 100 долларов свои забираете и 100 долларов в монетах оставляете. Тем самым вы оставляете позицию без риска. То есть вы больше не можете потерять деньги, потому что вы свои вложенные забрали и получили, так скажем, бесплатные монеты, которые вы дальше можете тянуть до любых ценовых значений. Можете постепенно продаваться лесенкой. Допустим, эфир делает 50% движения вверх. Вы продали там 20%. Еще 50% движения процентов вверх. Еще 50%. И так постепенно вы распродаете свою позицию по разным ключевым отметкам. Это одна из самых консервативных и беспроигрышных тактик, когда вы забираете вложенные при x2 и далее лесенкой постепенно фиксируете свою позицию. Можно через 100% движения, но это в основном на альткоинах. То есть альткоин дал 100% движения, вы еще фиксанули, дал еще 100% движения, еще фиксанули. И таким образом вы фиксируете свою позицию постепенно лесенкой. Точно так же, как и набирать позицию надо лесенкой. Вы не должны котлетить: вот у меня есть там какие-то деньги, все, залетаю в эфир на все бабки. Нет, вы должны постепенно купить. Тут купили на хаях, цена упала, тут купили. Тем самым у вас средняя цена образуется здесь. То есть у вас уже будет точка входа не на хаях, а где-то здесь. И постепенно по ходу роста цены либо падения цены вы устраняете свою позицию, формируя лучшую точку входа. Поэтому постепенно покупаем позицию, постепенно распродаем, при x2 забираем вложенные. Эта тактика работает всегда на мемкоинах, на альткоинах, на биткоине, на любых активах. Хочу вам напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. В него можно вступить по ссылочке в описании. Там у нас есть вкладка с трейдингом, где вы можете обучиться трейдингу с нуля. У нас есть чатик, где мы общаемся. Есть вкладка «Сливы с приватных сообществ», вы получаете информацию с других платных сообществ, от Малолетова, Трейдер 80/20, разных других сообществ. Все это вот находится в отдельной вкладочке «Сливы с приватных сообществ других людей». Также у нас есть вкладка «Инвестиции», там где я показываю свои действия в рынке, что я делаю, что я покупаю. Есть вкладочка «Airdropы», вкладочка «Спот трейдинг», вкладочка «Сливы», платных курсов, огромная база платных курсов, которые стоят 1000 долларов. Все это вы получаете, если вступите в криптобазу по ссылочке в описании. Поэтому, если хотите находиться в топовом комьюнити, зарабатывать в крипте вместе с нами, то криптобаза must have для вас. Присоединиться можно по ссылочке в описании. Следующий индикатор, скажем так, который вам поможет понять, где пора выходить, это доминация BTC. Нужно открыть более большой график, недельный, потому что график у нас огромной доминации. Лично мои цели по доминации BTC 48-40%, я о них уже много раз говорил. Что это такое? Это то, сколько биткоин процентов занимает в рынке. Сейчас биткоин занимает 61% всего рынка. То есть 61% денег в рынке криптовалют сосредоточены именно в BTC. И альтсезон, когда альткоин стреляет, он начинается тогда, когда доминация BTC падает. То есть деньги из биткоина переливаются в альткоины. Это было у нас в 2017 году. Можете видеть, что это крупное падение доминации. То есть в этом моменте доминация даже вот отсюда, с 98% упала до 35%. То есть вы прикиньте, какое огромное количество денег перешло в альткоины. Тогда был один из самых мощных альтсезонов, тогда не так много монет было. Но вот когда переходит такой перелив ликвидности из биткоина в альткоины, тогда пора выходить. Если доминация достигла каких-то там отметок, допустим, вот 40%, там 70%, ну если с 90% она там падала до 70%, то
огромная часть альткоинов уже дала какие-то иксы. И если вы заходили, и у вас уже есть иксы на депозит, обязательно забирайте прибыль. Выигрывает в рынке тот, кто забирает прибыль. Поэтому всегда нужно забирать бабки из рынка. Когда сейчас у нас доминация на хаях, сейчас альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину. Сейчас да, сейчас покупать можно, усреднять позиции, докупать. Но когда доминация начнет снижаться, будет на рынке эйфория, будет все лететь, бабки из рынка нужно забирать. Не докладывать, только забирать. Потому что выиграет тот, кто заберет фишки со стола. Также у нас было в 2021 году. Вы можете видеть, как доминация выросла до 73% и потом упала до 40%. То есть тоже огромный перелив ликвидности произошел. И прямо сейчас у нас доминация находится в восходящем тренде с 2022 года. Но если там брать даже 2021, тут мы в боковике постояли. И с 2022 года доминация настолько растет. То есть ликвидность идет в биткоин. После биткоин-сезона, который у нас сейчас длится, всегда наступает альт-сезон. Об этом я говорил в прошлых видео. Не буду сейчас повторяться, это огромная тема. Посмотрите прошлое видео, вот вам выскочила превьюшка. Там я подробно разобрал, почему альт-сезон будет и для кого он делается. И он явно делается не для вас, ребята, поверьте мне. Вы просто можете лишь присосаться и откусить маленькую часть пирога. Мои цели такие. Также определить уровни по доминации BTC можно с помощью инструмента Fibonacci. Вот здесь вот он находится, вот так вот. Коррекция по Fibonacci. Мы от хая до low, то есть вот до этого low, где у нас был конец импульса, натягиваем Fibonacci. У нас есть 0,618 уровень по Fibonacci. Это один из самых сильных уровней по Fibonacci, откуда зачастую идет коррекция. В данном случае мы этот уровень по Fibonacci приходили к нему, получили реакцию, получили локальный альт-сезон. Сейчас у нас доминация подскочила резко из-за коррекции, и сейчас она постепенно опускается. Поэтому инструмент Fibonacci можно использовать. Вот 0,618 уровень по Fibonacci. Это один из самых сильных уровней, от которых зачастую происходит коррекция. Так было в 2017 году, в 2021 году, и сейчас у нас то же самое. Мы пришли к этому уровню, и можно ожидать коррекцию вот до отметок 40-48%. Это у нас получается, видите, 48% это 0,236 уровень по Fibonacci, и 40% это сам вот этот low по Fibonacci, нулевой уровень. Именно по Fibonacci я себе поставил цели по доминации BTC. Как только доминация будет приходить в эти диапазоны, если альткоины не достигают моих целей, которые я поставил себе, визуальные цели, там, допустим, Aptos там $50-80, а доминация BTC уже сильно упала, и Aptos там стоит $40, то, конечно же, я буду фиксировать свою позицию. Потому что ликвидность уже перетекла из биткоина в альткоины, и если ваши альткоины не растут, вероятнее всего, то, что они уже, который рост показали, это будет их финальный рост. Опять же, там доминация может скакать из одного сектора в другой сектор, поэтому никогда не продавайте свою сумку полностью, оставляйте там 10-20% на перехай, на to the moon, moonback так называемое, потому что цена может еще дальше улететь. А вы выйдете из позиции, потом будете ловить фому, что все продали. Поэтому всегда оставляйте какую-то маленькую часть сумки на перехай. Так, это у нас был второй инструмент, доминация BTC, по которому можно определять пики по рынку альткоинов и понимать, где фиксировать позицию. Опять же, мои цели 40-48, вы свои цели можете сами поставить, допустим, там, к 50% доминация опустится, и вы будете уже там распродавать часть своей сумки. Опять же, каждый придерживается своей тактики, у вас должна быть своя стратегия, не надо кого-то копировать, вы должны изучить все и понять, что лучше именно для вас. Ну а теперь давайте перейдем к самому инструменту Fibonacci, как я и сказал, что покажу вам, как это все работает. Fibonacci у нас натягивается от начала импульса до конца импульса. Вот, допустим, взять на BTC, где вот 21 год был, когда у нас была бычка. И что мы делаем? Мы берем этот инструмент, вот он находится на третьей вкладке в TradingView. Каждый инвестор, трейдер должен пользоваться TradingView или хотя бы какими-то другими агрегаторами, где есть графики. Потому что тут максимально все удобно сделано для того, чтобы торговать и инвестировать. Смотрите, у нас есть определенные уровни по Fibonacci, то есть... у нас есть самые сильные, это 0,5, 0,618 уровень, есть другие уровни. Опять же, про Fibonacci можно целый отдельный видос снимать, я не буду разбирать, как это работает. Но видите, у нас есть уровень 1,618. И мы пришли прямо к нему. Да, мы чуть его прошили, но в любом случае цель по Fibonacci была $102 000, и мы к ней успешно пришли, и по ней торгуемся. Следующая цель по Fibonacci уровень 2,618. Это у нас, Fibonacci это вообще математическая модель, там специальная формула вычисления этих уровней идет. И следующая цель по Fibonacci это $163 800 по BTC. Что вполне может быть в этом цикле, спокойно можем прийти в эти вот отметки. Также вот по Fibonacci можно определять уровни. Давайте посмотрим каких-нибудь других альткоинах. Возьмем тот же Sui. Опять же, запоминаем, что Fibonacci у нас натягивается от начала импульса до его конца. Вот конец импульса, вот его начало здесь. И что мы видим? Мы видим уровень по Fibonacci. Опять этот 1,618 уровень, до которого мы дошли. Также у нас уровень 2,618. Цена, как видите, зачастую приходит в эти уровни. Вот тут мы пришли, то есть можно было тут поставить первую цель, там $3,2. Следующая цель у вас бы стояла $5,1. Конечно же, не на самом пике. Ребят, запомните, самый пик, поймать самый лоу невозможно. Просто забудьте об этом.
Поэтому можно использовать Fibonacci, чтобы определять эти уровни. Опять же, как я говорил, натягивается она от начала импульса до конца. То есть вот у нас конец импульса, вот его начало. Вот и так натягивается Fibonacci. Давайте еще покажу на каком-нибудь инструменте, чтобы вы понимали. Кстати, покажу, когда Fibonacci еще может не работать. Смотрите, это у нас токен BNB, 21 год, он дал более 10 тысяч процентов. И как бы тут Fibonacci вам не поможет, потому что тут у нас просто дичайший рост начинается. Также можно Fibonacci натянуть вот так вот. Вот начало импульса до его конца, вот так вот сюда. И посмотреть, где у нас будут уровни по Fibonacci расположены. Вот у нас первый уровень, вот у нас второй уровень, у нас третий уровень, четвертый. То есть вот так по Fibonacci вы можете определять цели, но видите, дальше цена пошла расти. Поэтому всегда нужно оставлять Moonback, сумку на To The Moon. И далее уже по ходу роста цены потихоньку фиксировать свою позицию. Потому что посмотрите, если бы вы вышли раньше, посмотрите, какое количество роста вы могли пропустить. Поэтому всегда оставляйте часть сумки на перехай. Вот у нас токен SEI. Давайте по нему тоже посмотрим Fibonacci. Достаточно, так я вижу, он выглядит хорошо. Что может от уровня отскакивать. Видите, натягиваем Fibonacci. И что мы видим? Мы видим коррекцию по Fibonacci. Ровненько пришли в уровень 618, получили от него реакцию и откорректировались. Да, сейчас мы пробили уровни, торгуемся вот в этой зоне, у нас вот ордер блок, от него получаем реакцию, но в целом Fibonacci, видите, она отрабатывает, пришли ровненько в уровень, оттолкнулись, пошли на коррекцию. Цели у нас по токену SEI могут быть в районе 1.79, дальше у нас цель может быть 2.28, даже вот если посмотреть с текущих, даже 1.79, если мы с текущих дойдем до 1.79, сколько это процентов роста, это у нас 700% роста. Следующая цель у нас 1200% роста, то есть 13 иксов. Вполне достойно? Достойно. И таким образом с помощью Fibonacci вы можете тоже определять цели, понимать, где вам фиксировать позицию. Еще вам расскажу про Fibonacci такую вот интересную вещь. Есть вот опять же 0.5, 0.618 уровень, про который я говорил. И зачастую цена приходит в этот диапазон. То есть есть, допустим, старые токены, у которых был бычий рынок, потом они ушли в накопление, и далее они могут сделать отскок мертвой кошки, это называю. Мы можем посмотреть, сколько с текущих может дать токен DYDX. Даже вот до этой зоны это около 2000% роста, 21x с дна DYDX токен может дать. 0.618, 0.5 уровень, это зачастую куда цена приходит. Также вот есть токен Ape, который тоже был в бычьем рынке, потом пришел спад, накопление, и сейчас цена у нас торгуется на дне. Мы натягиваем фибу с конца импульса до его начала, то есть вот коррекция у нас произошла, вот отсюда у нас был пик, и до самого лоу, то есть до вообще самого днища токена по цене мы натягиваем Fibonacci, вот видите, у нас тут вот дно, и мы так смотрим, где у нас 0.5, 0.618 уровень, и можем примерно прикинуть, сколько может дать иксов с текущих у нас токен Ape. Берем, и с текущих он может дать 2300% роста, это у нас 24 икса. Поэтому таким образом тоже можно по Fibonacci понимать, куда у нас придет токен. Покажу вам на примере токена HBAR, это токен, который прошел уже не одну бычку, скажем так. Видите, у нас было накопление, после у нас был альт-сезон, после альт-сезона спад, накопление позиций еще раз, и опять у нас памп. Куда у нас цена пришла? Правильно, 0.5, 0.618 уровень по Fibonacci. Поэтому вы можете сами оценивать, куда токен может прилететь. 0.5, 0.618 уровень по Fibonacci, это у нас даже вот с текущих 700% роста на токене HBAR. На токене Ape и DYDX еще такого пампа не было. Токен сейчас находится в накоплении Ape DYDX. Поэтому можете вот так вот с помощью Fibonacci понимать, куда может пойти цена токена. Опять же, 0.5, 0.618 уровень по Fibonacci, это лишь там может быть первая ваша цель, но лучше фиксироваться заранее, допустим, тут на этом уровне зафиксировались, на этом уровне зафиксировались, на 0.5, на 0.618. Также оставили сумку на Moonback, потому что цена может и дальше пойти расти и обновлять хаи. Поэтому всегда оставляйте часть монет на перехай. Потому что может быть такая вот темка, как с XRP. Тоже берем, натягиваем фибу, получаем 0.5, 0.618 уровень по Fibonacci, успешно его пробиваем и летим дальше. Поэтому Moonback нужно оставлять. Итак, четвертый инструмент, который вам поможет определять цели по альткоинам, это сравнивать ваши проекты, которые вы купили, с другими проектами. Есть токен Aptos. И вы не понимаете, вот как поставить цели. Да, можно опять же использовать ту же Fibonacci, можно взять вот эту фибу, натянуть, видите, конец импульса, натягиваем от его начала, то есть вот начало импульса. И мы также видим, что токен у нас пробивал 0.618 уровень и ушел в коррекцию. Далее, какие у нас цели могут быть по Aptos? У нас может быть цель в районе $28, $43, 57 и $66. Такие вот цели по Fibonacci могут быть. Мои цели немного выше, опять же, как с токеном BNB, может улететь он очень высоко. И как понять, вот натянули мы фибу, да, у нас там есть какие-то цели, но как понять вот максимальный запас хода роста цены? Это сравнить Aptos с другими токенами. Что мы знаем про Aptos? Это у нас блокчейн Layer 1, то есть первый уровень блокчейна, который работает на языке Move.
Ближайший конкурент Aptos это токен SUI. И мы можем сравнить по капитализации с токеном SUI. Куда же может Aptos улететь по капитализации? Для этого можем использовать CoinMarketCap. Заходим на CoinMarketCap, смотрим топовые альткоины по капитализации и видим, что SUI у нас находится на 12 месте с капитализацией 11 миллиардов долларов. Теперь мы находим Aptos. Aptos у нас около 30 строчки где-то находится. Вот 35 строчка Aptos, капитализация 3,5 миллиарда долларов. Путем нехитрых вычислений мы понимаем, что мы делим капитализацию SUI на капитализацию Aptos и получаем 3 икса. То есть Aptos с текущих может минимум дать 3 икса до капитализации SUI. Но какой же максимальный запас хода роста может быть? Давайте спросим у чата GPT. Я задам такой вопрос, спрошу у чата GPT, с какими токенами можно сравнить токен Aptos, чтобы понять, куда его цена может достигнуть. Опять же, пользуйтесь чатом GPT. Там есть бесплатная версия, в которой вам будет достаточно, чтобы сравнивать, получать какую-то информацию. Спрашивайте, если вы что-то не понимаете, спрашивайте у чата GPT. Он знает практически все и на любой ваш вопрос ответит. Нам выдали конкуренты среди L1 блокчейна. У нас есть Solana, SUI, NEAR, Avax. Также, с эфириум сравнивать такое себе, но вот, допустим, с той же Соланкой можно сравнить. Давайте-ка сравним с Соланкой, куда же может у нас Aptos улететь по сравнению с токеном Solana. Видим, что Solana у нас имеет капитализацию 100 миллиардов долларов. Помним, что у Aptos капитализация 3,5 миллиарда долларов. Когда будет альт-сезон, когда будет все расти, будет все раздуваться, в том числе Solana, она будет стоить там 200, 300, 400 миллиардов долларов, неважно. Все будет раздуваться. И цена Aptos тоже будет раздуваться. И можем примерно прикинуть, сколько иксов Aptos может дать с текущих. Для этого мы берем калькулятор, берем 100 миллиардов и делим на капитализацию 3,5. Получаем 28 иксов с половиной. Довольно-таки много, скажете вы. Окей, тогда можем взять половину капитализации Solana. Это, допустим, 50 миллиардов, что для Aptos вполне реальная цель. И делим на капитализацию Aptos сейчас и получаем 14 иксов. Теперь переходим на график и посмотрим, сколько 14 иксов с текущих отметок. Вот у нас токен Aptos. Сейчас он стоит 6.18. Поэтому давайте отдалим график, чтобы влезла наша палка, это палка бога по Aptos. Вот, допустим, 6.34. И еще раз, сколько там было? 14 иксов, да? 14 иксов это у нас 1300% роста. Если Aptos вырастет на 1300% роста, цена его будет 88.94. Таким образом, если Aptos достигнет хотя бы половины капитализации Solana на текущий момент, когда еще нету перелива ликвидности, Aptos будет стоить 88 долларов. Это у нас с текущих 14 иксов. Пожалуйста, возьмите и распишитесь. Опять же, когда будет перелив ликвидности, будет раздуваться все, будет расти Solana, будет расти Aptos, SUI, все будет расти. И Aptos на текущий момент, хотя бы если половину капитализации Solana достигнет, это будет 14 иксов. То есть мы можем примерно прикинуть, что, можем, поставить цель в районе 88 долларов. Мы можем сделать так. Фиксируем половину на 50 долларах, остальную часть мы держим до 80 долларов, там фиксируем. Не надо прям четченько, все, 88 долларов я рассчитал там по книжке, значит цена туда 100% придет. Нет, мы играем с вероятностями, поэтому лучше фиксировать позицию немножко заранее. Лично мои цели по Aptos вы видите сами, это 80, 100, 150 и 200, это прям на супер хай, перехай. 220 миллиардов это будет FDV, то есть это капитализация с учетом всех токенов, тут вот тоже капитализация с учетом всех токенов. Поэтому если Aptos достигнет 88 долларов при текущем количестве токенов, то это будет капитализация его 50 миллиардов. Но токены будут постепенно разлачиваться, поэтому капитализация будет размываться, и его капа будет немножко больше, если он достигнет вот этих вот отметок. В любом случае, по Aptos я очень буллиш, я снимал обзор на этот проект, можете найти у меня на канале. Таким образом, можем ставить цели по альткоинам, сравнивая их с другими альткоинами. Опять же, спрашивайте у чата GPT, вот я купил такой-то токен, и я хочу его сравнить с другими монетами. Подскажи, с какими монетами я могу сравнить данный токен. И далее через CoinMarketCap вы смотрите по капитализации, сравниваете, берете даже половину капитализации той, которая есть сейчас у токена конкурента, и смотрите, сколько иксов может дать с текущих ваша монета. Ну и последний фактор, пятый фактор, который нам позволит понять наши цели по разным монетам, это технический анализ. В нем нет ничего сложного, просто эти палочки, линии, треугольники. Это все, сейчас расскажу, как это можно чертить. Допустим, вот у нас есть эфириум. С 2021 года он вырисовывает жесткий треугольник. Как понять потенциал треугольника? Мы берем палочку вот эту вот, которая называется линия тренда, и протягиваем от начала треугольника до его конца. То есть таким образом мы протянули, и у нас получилась такая вот палка. Эту палку мы подставляем на пробитие треугольника. То есть у нас есть треугольник, поставляем к зоне пробития и получаем цель в районе 7600-700 долларов. Это у нас потенциал треугольника, который может реализоваться в ближайшем времени. У нас огромный треугольник, поэтому огромный потенциал по нему вырисовывается. Мои цели по эфириуму это 7, 8, 10, 12
и супер цель это просто 15 тысяч долларов, не факт, что мы сюда дойдем, но первую цель 7-8 по эфириуму, я думаю, мы спокойно заберем в этом цикле. Поэтому с помощью технического анализа, с помощью треугольников разных, можно понимать потенциал роста. Давайте еще разберем момент, как это понимать на примере уровней поддержки и сопротивления. Давайте я вам покажу на примере биткоина. У нас есть трендовые линии, с помощью них тоже можно понимать цели по BTC. У нас есть два пика, которые были в 2021 году, и мы можем по этим двум пикам провести вот эту прямую линию. Ее можно провести с помощью луча. То есть выбираете луч и по двум пикам проводите данную вот линию. И эта линия может нам дать понять потенциал роста цены. Видите, мы пришли к этой линии, закрепились выше, сделали ретест и торгуемся выше. То есть примерно цель, если вы, допустим, купили биткоин по 17, по 30 тысяч долларов, вы можете понимать, что у нас есть трендовая линия сверху, и мы вполне можем до нее дойти. Также мы можем дойти до уровня сопротивления. У нас есть вот эти вот пики, которые у нас выступают таким уровнем сопротивления. Мы тоже можем провести прямую палку, то есть с этого пика бам, такую палку проводим прямую, и это будет наш уровень сопротивления. То есть цена, вероятнее всего, сюда придет. И вы, если купили по 30 тысяч, вы можете понять, что следующая моя цель фиксации это будет 68 тысяч долларов. То есть 2 икса, даже больше 2 иксов вы получите с момента вашей покупки. Таким образом, проводя вот эти линии, палочки, вы можете понимать, куда может прийти цена. При этом вы можете использовать инструмент Fibonacci, то есть вы натягиваете Fibonacci от начала импульса до его конца, понимаете, куда может цена прийти, 0,5, 0,618 уровень по Fibonacci. Также вы можете выделить разные уровни сопротивления, то есть вот здесь вот, допустим, есть у нас такие пики, и в принципе по этим пикам можно так провести уровень сопротивления. То есть вероятнее всего цена сюда придет, возможно получит какую-то реакцию, может закрепиться над этим уровнем, проторговаться, тогда это уже будет поддержка для нашей цены, потому что если цена закрепляется выше уровня, то это поддержка. Сверху у нас сопротивление находится, соответственно. И можете с помощью этих линий понимать, куда примерно цена может прийти и ставить примерные цели. Опять же, по теханализу можно снимать отдельно огромное видео. Если вы хотите, то напишите в комментариях, я сниму, как правильно определять уровни поддержки и сопротивления, как рисовать трендовые. Тоже в этом ничего трудного нету. Как видите, я нарисовал трендовую, у нас было 1, 2, 3 касания. И когда был вот этот жесткий пролив, мы пришли ровненько в эту трендовую. Также у нас есть уровень поддержки, который у нас тоже 1, 2, 3, 4 касания. Мы к нему снова ровненько пришли. Поэтому уровни поддержки и сопротивления это могут быть те уровни, от которых вы можете искать точки входа в лонг и также фиксировать свои позиции. У нас, допустим, уровень сопротивления сейчас по эфириуму выступает отметка 4100, потому что у нас было 1, 2, 3 касания. И также в прошлых циклах у нас тут были касания вот этого вот уровня. Поэтому это у нас уровень сопротивления, который, если мы пробиваем, у нас открывается дорога наверх. Тоже с помощью теханализа можно понимать, где фиксировать позиции. Ну что, это у нас третье супер полезное видео, очень большое. У нас было видео про альтсезон, которое шло 20 минут. Потом видео про то, как не терять деньги на крипте, оно шло 25 минут. Но видосы максимально полезны, поэтому если вы не смотрели видос про альтсезон, про то, как не терять деньги на крипте, обязательно посмотрите, чтобы понимать, как работают крипторынки и сохранять свой депозит и приумножать его. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Обязательно поставьте ему лайк, мне будет очень приятно. Поделитесь видосиком с друзьями, чтобы ваши друзья понимали, как правильно ставить цели по альткоинам. Также смотрите мои прошлые видео, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся уже в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!